спокойное утро в окрестностях французского городка Сентября Назер было нарушено ревом двигателя черного роскошного автомобиля. За рулем сидел Кристоф Мартин, респектабельный на вид бизнесмен с застывшей маской холодного спокойствия. Его взгляд, обращенный к зеркалу заднего вида, выдавал напряженное ожидание погони. На заднем сиденье, в светлом костюме с выцветшими цветами, находился 5-летний Алекс. Мальчик был инвалидом, его коляска, сложенная и укрытая пледом, лежала в багажнике, как ненужная вещь. Он молчал, лишь изредка бросая на отца испуганные взгляды. С тех пор, как пропала его мама, Алекс стал чужим, холодным, вспыльчивым, отрешенным. Кристоф направил машину к заросшему причалу у реки Луары. Недавние дожди превратили реку в бурлящий поток мутной воды, несущийся с огромной силой. Он вышел из машины медленно, будто взвешивая каждое движение. Открыв дверь со стороны сына, он избежал его взгляда, подхватил мальчика и пересадил в маленькую лодку. «Папа, я боюсь воды», — дрожащим голосом произнес Алекс, прижимаясь к нему. Но отец промолчал, повернулся, отвязал лодку, и вскоре она начала дрейфовать к середине реки. Из-за лиса доносились крики птиц, где-то паслись лошади, но на воде царила гнетущая тишина. Казалось, сама река затаила дыхание, и ни один рыбак не осмелился выйти в этот день. На вершине склона в тени старого дерева гулял большой пес по имени Бак. Животное замерло, как только лодка оказалась в бурлящем потоке. Он поднял голову, уши дрогнули. Напряжение повисло в воздухе, делая его плотным и осязаемым. Кристоф перестал грести. Лодка, словно живое существо, начала покачиваться. Кристоф навис над Алексом, как хищник над добычей. Его голос, холодный как лед, прозвучал едва слышно. «Прости, малыш, такова судьба». И в следующее мгновение мальчик оказался в воде. Крик Алекса, приглушенный и искаженный бурлящей водой, угас в пространстве. Следом он бросил инвалидную коляску. На берегу Бак залаял, его глаза зажглись диким, первобытным огнем. Он с силой ударил лапами по земле, словно протестуя против происходящего, затем, не теряя ни секунды, рванул в сторону воды. Его мощные лапы разбивали волны, словно это были не воды реки, а пыль на тропе. Ноздри раздувались, грудь ходила ходуном, но он не останавливался, не сбавлял темп. Он понимал, куда плыть, словно сердце мальчика без слов звало его. Бак плыл с невероятной уверенностью, преодолевая течение, как будто река осознавала, что ему не следует мешать. На противоположном берегу пожилой фермер Пьер Матис, разбрасывая зерно для кур, услышал крик. Он остановился, а затем заметил, как среди бурных вод собака несет на спине маленькое тело. Пьер бросился к реке, скользя по грязи. Когда Бак добрался до берега, Пьер схватил мальчика. Тот кашлял, из его рта вытекала вода. Пьер завернул его в куртку и отнес в дом, где пахло кофе, деревом и дождем. Он разжег камин и усадил Алекса в кресло. Не произнося ни слова, он просто смотрел в огонь, а затем уснул. Пока он спал, Пьер осмотрел его промокшие вещи. В потайном кармане было письмо. Почерк был женский, ровный и разборчивый. «Алекс, если ты это читаешь, значит, мне не удалось избежать беды. Не верь своему отцу. Он может сделать что угодно. Пожалуйста, спрячь это письмо». В это время по телевизору шли утренние новости. Алекс Мартин пропал без вести на реке Луары, и его отец утверждает, что это был несчастный случай. Власти приступили к поисковым мероприятиям. Пьер выключил телевизор, сжав губы. Он знал, что все это обман. Мальчика нельзя было отдавать назад. Вечером пришла Люси, их соседка. Увидев Алекса, она невольно ахнула, но не стала расспрашивать, лишь произнесла: «У меня есть племянник, он работает в одной из клиник».
Я попрошу его достать кресло. Мы справимся. Прошло 4 дня, наполненных тревогой и осторожностью. Бак, словно приросший к дому, не отходил ни на шаг, дежуря у окна, будто понимал, что мальчику грозит опасность. Алекс понемногу оживал. Он все еще просыпался ночью в слезах, но днем начинал задавать вопросы и постепенно возвращался к жизни. Сначала он говорил шепотом, короткими фразами, как будто проверяя, можно ли ему быть собой. Однажды утром он рассмеялся тихо, хрупко, почти незаметно. Но опасность оставалась. По деревне ходили слухи, что его видели. Плакаты с его фотографией висели на столбах в магазинах и на дверях кафе. Кристоф Мартин постоянно появлялся на экранах, он давал интервью, говорил о своем отчаянии и обещал награду за любую информацию о сыне. В сентябре на Зере царила атмосфера сплетен и домыслов. Одни жители искренне сочувствовали отцу, казалось бы, поглощенному горем. Другие же, улавливая нотки фальши в его поведении, предпочитали не высказывать свои подозрения вслух. Пьер, наблюдая за этим лицемерием, ощущал, как в нем нарастает ярость. Он прекрасно знал, какое зло может скрываться за безупречно выглаженным костюмом и милым голосом, звучащим из телевизора. Пьер принял решение действовать. Он отправился в город, чтобы навестить свою племянницу Изольду, которая работала в местном банке. Там в подвале хранился сейф Елены, матери Алекса. Согласно архиву, открыть его можно было только в присутствии Алекса. Пьер показал письмо. Изольда побледнела, но согласилась помочь. Там могут быть документы, которые все докажут. Вернувшись в хижину с готовым планом, Пьер знал, что через день, когда состоится праздник урожая, площадь наполнится толпами людей и суетой, что станет идеальным прикрытием. Люси подготовила маскировку, коляску украсили яркими лентами, а Алекс надел пестрый костюм. На площади их никто не заметил. Изольда встретила их у черного входа банка, провела в подвал. Внезапно за дверью послышались шаги. Это был Кристоф, его голос, притворно добрый. На улице загавкал Бак, люди закричали. Он носился между лавками, создавая хаос. В этот момент Пьер отвлек Кристофа, пока Люси выводила Алекса через запасной выход. Они сели в машину и уехали. Алекс, крепко прижимая к себе сумку с документами, шептал о доме с синими бабочками, где, по рассказам матери, она его ждала. Машина мчалась по полям и тропам, скрытая от посторонних глаз. Бак сидел рядом с мальчиком. К вечеру они добрались до опушки леса, где увидели старый дом, обвитый лианами. Алекс радостно вскрикнул: «Мама!». Елена выбежала на крыльцо, обняла сына и заплакала. В доме их уже ждали следователи. Изучив документы из сейфа, они нашли неопровержимые доказательства. Кристофа Мартина арестовали на следующий день. Спустя полгода дом Пьера стал их настоящим пристанищем, местом, где время текло медленнее, а страхи уступали место спокойствию. Алекс снова учился ходить. Каждый его шаг вызывал радостный лай Бака, словно пес подбадривал его. Люси тем временем готовила ароматные пироги с абрикосами и пряностями, наполняя дом теплом и уютом. Она научила Алекса раскатывать тесто, и теперь кухня по утрам превращалась в место, где царило счастье. Елена, наконец, осуществила свою мечту и начала писать книгу. Теплым вечерами ее можно было найти на веранде с ноутбуком, где она описывала ту самую историю, в которую почти никто бы не поверил, если бы не документы, ни свидетели и ни вера в справедливость. Они обрели семью. Не по крови, по выбору. И этот выбор был самым сильным доказательством, что даже после предательства, боли и страха возможно построить новый мир. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео,
то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!